Добрый день, уважаемый зритель, с вами доктор Константин. Сегодня тема лекции и урока следующая. Храп во сне. Вот человек храпит. Ну мало того, что он храпит, сам спит и не слышит своего храпа, так он еще и мешает ближнему своему, скажем так, соседу, либо вот своей половинке, что нормально, гармонично спать. Почему? Потому что храп будет человека. И человек не может выспаться, а человек, когда не выспавшийся, это хуже, там работоспособность теряется, человек нервный, человек, скажем так, немного бывает даже неадекватный, ну, скажем так, и человек не выспавшийся, это очень тяжелые последствия могут быть у человека, который не выспавшийся. Почему? Потому что у него недостаток энергии ЦИ для нормального жизненного дневного процесса. А этот дневной процесс может принести все различные нюансы, какие мы не знаем, здесь каждый индивидуально. Потому храп во сне иногда имеет раздражительный характер для своего соседа. Итак, как же бороться с храпом? Ну, прежде всего, уважаемый зритель, почитайте анатомию, там очень много разногласий по поводу храпа. Сейчас и все различные там лазерные, там и электронные, и воздействия то на небо, то на язык, то на верхние дыхательные пути, там, то еще что-нибудь. Но давайте, скажем так, Восток дело тонкое, и на Востоке всегда с храпом прежде всего лечили, то есть воздействовали на него с помощью дыхания. Человек должен учиться дышать правильно. Чем правильнее человек будет дышать, чем будет познавать дыхательные практики, тем меньше он будет, скажем так, подвержен храпу. Второе. Заметили многие специалисты, что храп возникает у людей чаще всего с избыточным весом. Потому, конечно же, если человек имеет избыточный вес, у него есть храп, то, пожалуйста, вам нужно что? Похудать. Ну и, конечно, чем может акупунктура помочь? Точки акупунктуры точно так же могут помочь при храпе. И точка ВЦ8 Шэньцюя, точка, которая что? Помогает человеку избавиться от храпа. У нас будет отдельное видео, как работать с данной точкой, потому здесь я вам привел две таких основных аргумента. Это все-таки дыхательную практику, вот, дыхание, работа над собой, скажем так, познание дыхательных упражнений, ну и акупунктурные точки в помощь. Но здесь хотелось бы подчеркнуть и сказать, уважаемые зрители, на своей практике встречал людей, которые избавлялись от храпа. Но мы проводили им диагностику 12 меридианов, смотрели, в каком состоянии энергетика инь и янь, в каком состоянии все 12 меридианов, а потом уже при нормализации тех или иных меридианов, восстановлении их в норму, общей картины, что человек избавлялся от храпа. И точка ВЦ8 Шэньцюя была одной из основных точек, над которой люди работали. Как? У нас будет отдельное видео. Спасибо за внимание.